Друзья, всем привет! С вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И сегодня я хочу выпустить видео как ответ на часто задаваемый вопрос по стоимости ТО. Чаще всего меня спрашивают по ТОшкам на 650-е Бургманы. Несмотря на то, что у нас на дворе еще январь, мотоциклы уже привозят мне почти каждый день. И поэтому пришло время отвечать на часто задаваемые вопросы, потому что я уже устал делать это индивидуально каждому, говорить одну и ту же информацию на протяжении многих лет. Итак, у нас есть совершенно классический экземпляр. Очень часто запросы поступают именно с такими мопедами, потому что с более убитыми мопедами, какими-то уставшими, с ними все всегда индивидуально в принципе, и там никаких систем подвести нельзя. А здесь у нас обалденный экземпляр, который человек купил на пробеге около 10 тысяч километров из Японии. За 3 года наездил на нем еще 10, пробег там что-то типа 19 с копейками. И вот он мне задает вопрос: сколько будет стоить ТО? А что мы понимаем под ТО? Как правило, люди, которые там купили мотоцикл или только купили, или какое-то время покатались и ничего с ним особо не делали, понимают под ТО то, что надо все посмотреть, ну а дальше все индивидуально. То есть по стандарту это замена жидкостей, то есть для 650-ки это 3 масла. Масло в двигателе, масло в промежуточном редукторе и масло в заднем редукторе. Для некоторых людей понятие ТО на этом заканчивается, но вообще надо в обязательном порядке смотреть воздушный фильтр. Я настоятельно рекомендую всем ставить только оригинал. Я уже неоднократно говорил, почему. Тут у нас вот стоял Хифла, на который заботливо поставили резиночку от оригинального фильтра, в надежде, что он будет лучше и герметичнее. Безусловно, это хороший лайфхак, но фильтр, к сожалению, хорошим из-за этого не стал. И, к большому сожалению, несмотря на это, там есть пыль под фильтром, то есть он пропускал пыль мимо себя. Соответственно, очень хорошо, что скутер не очень много с ним проехал. Мы, естественно, заменим этот фильтр на оригинальный. В обязательном порядке на каждом ТО, даже не 12 тысяч километров, а ТО 6 тысяч, стандартные ТО по мануалу у нас это 6 и 12 тысяч километров. Значит, на 6 тысячах у нас меняется масло в моторе. Мануал рекомендует менять его вообще даже без масляного фильтра. Но мы таким не занимаемся, мы всегда фильтр меняем. И, соответственно, раз в 12 тысяч меняются все масла. По-моему, на 24 мануал рекомендует менять свечи. Есть, кстати, техника типа 400-ки, на которой свечи тоже, кажется, меняются раз в 12. Но 24 свеча нормально ходит и там, в принципе, на практике. Очень важно на каждом ТО, даже 6 тысяч километров, смотреть состояние фильтра вариатора. Потому что если фильтр вариатора забит, а особенно это очень быстро может происходить в период, когда в Москве у нас тополиный пух, фильтр залепляет наглухо прям такой плотной шубой, и у вас получаются проблемы с охлаждением вариатора и, соответственно, с ресурсом ремня вариатора. Такого лучше избегать и внимание фильтру уделять всегда. Что очень важно знать про фильтр вариатора? Я рекомендую его также ставить оригинальный. Многие сейчас напишут там типа 2-2,5 тысячи рублей за кусок поролона, типа Suzuki офигели, все дела. Но, ребята, фильтр вариатора нужно поменять один раз в 10 лет. Примерно на практике статистика такая. То есть в большинстве случаев его достаточно просто достать оттуда, продуть и все. В данном случае, когда мы залезли в фильтр вариатора, на первый взгляд он выглядел еще достаточно неплохо, но когда мы его демонтировали, выяснилось, что его внешний вот этот вот контур уже разлагается, а он уплотняет, соответственно, установочное место фильтра. А когда мы немножко пощупали этот фильтр, выяснилось, что он очень легко рвется в руках. Ну, грубо говоря, поролон уже сгнил. То есть в данном случае его лучше просто заменить и забыть об этом еще на 10 лет. Помимо этого, на этом скутере мы меняем также антифриз, который остался у владельца от предыдущего мотоцикла, поэтому мы зальем антифриз его. Чаще всего антифриз мы льем свой. Мы заливаем автомобильный антифриз HEPA. Ну, он, в общем-то, не автомобильный, а просто антифриз. Дальше мы меняем здесь тормозную жидкость, потому что она за 3 года не менялась, поэтому ее нужно заменить. Регламент замены и антифриза, и тормозной жидкости составляет 2 года.
И, значит, свечи мы здесь не трогаем, потому что до регламента еще 4000 километров. И, в общем и целом, клиент у нас мало ездит, и поэтому ему на сезон еще хватит. Мы устанавливаем брызговик на переднее крыло. Возможно, вы уже заметили, что резина уже стоит новая, потому что передний баллон еще стоял заводской, а задний баллон стоял немного дубовый и уже немного квадратный. Поэтому было принято решение поменять резину комплектом. Резину клиент в данном случае купил сам. Но у нас пока резины нету, мы вот в данный момент ждем поставок. Собственно, по вводным данным, которые я услышал по телефону, я отдал совершенно стандартный ответ, что по бюджету на такое ТО надо заложить около 30-40 тысяч. Значит, в это обычно укладывается замена всех жидкостей, значит, там может быть шиномонтаж, может быть в отдельных случаях колодки, может воздушный фильтр. Значит, здесь сумма превысила 40 тысяч, и здесь суммарно получится что-то около 50, поскольку здесь еще требуют замены задние колодки, а у нас остались вот буквально чуть ли не одни из последних синтетические хорошие итальянские колодки, значит, мы их сюда ставим. Вообще тема задних колодок на 650-ку очень обширная, на эту тему можно много спорить, что лучше ставить, но с органикой у нас, к сожалению, очень плохой опыт. Собственно, ставим то, что доступно из того, что хорошо ходит. Значит, здесь у нас также есть проблемка с крепежом ветрового стекла, вернее бумеранга, который закрывает ветровое стекло. Мы попытаемся его запаять. Также установка брызговика на переднее крыло. Человек в дождь не ездит, радиатор у него за 3 года не сильно загрязнился. Однако все-таки было решено поставить. Немножко там есть такая грязинка из-под колеса. Ну, лучше радиатор защитить, и на будущее все будет хорошо. Также регулировка подшипников заднего маятника. Здесь они никогда не регулировались. Здесь обнаружены прям такие минимальные, еле заметные перекаты. Подшипники были немножко подтянуты. И в общем и целом я сказал, что, наверное, менять их еще пока, может быть, не стоит. Но покататься 10-20 тысяч и потом уже осознанно, планово их поменять. На новой резине здесь управляемость будет достойная все равно в таком состоянии. И, значит, по сайлентблокам двигателя у меня тоже было маленькое замечание. Они просто уже начали уставать, видимо, от времени. Но еще пока не страшная картина. Опять же, 10-20 тысяч им еще вполне нормально можно будет походить. Когда мы разобрали пластик, обнаружилась еще одна маленькая проблемка. Это блок управления двигателем, который выпал из своего крепления, и в поворотах руль упирался в проводку этого самого блока. Блок управления двигателем может стучать, даже если родной крепеж целый. Его часто проклеивают, потому что этот противный стук терпеть просто неприятно. Причем это происходит на всех годах выпуска. На старых годах до 5-го стучит блок управления вариатором. Значит, это дело мы тоже будем снимать нормально морду, проклеивать и крепить. То есть, соответственно, дополнительных работ здесь по мелочи набежало еще на кругленькую сумму. Диагностика данного скутера началась с диагностики пластиковых шестерен. Я всем всегда рекомендую, когда толком не знаешь, что со скутером, разбирать вот этот весь пластик. Заодно мы увидели, что у нас проблемы с блоком управления двигателем. Иногда мы видим, что у нас порваны патрубки от воздушного фильтра, так называемые манифолды. Иногда они от времени устают, особенно с убитыми сайлентблоками. Значит, можно увидеть много всяких моментов, то есть как выглядит двигатель, какие-нибудь запотевания, незапотевания, что-то еще. То есть помимо шестеренок при такой диагностике мы можем очень много сказать по состоянию скутера. Значит, шестеренки здесь оказались в прекраснейшем состоянии. Здесь, я бы сказал, износ не более 20%. Здесь еще ездить и ездить. Стопорный болт выглядит как новый. Вариатор, естественно, никогда не вскрывался. То есть, когда меня спрашивают про вариатор, я всегда говорю, что начинаем с диагностики шестерен. Если шестерни в хорошем состоянии, а это уже неплохой косвенный признак состояния вариатора, косвенный, внимание. Если стопорный болт в хорошем состоянии, а это тоже очень серьезный косвенный признак состояния вариатора, даже уже более прямой, чем шестеренки. И если в вариатор никто не лазил, то мы можем примерно убедиться в реальности пробега и, соответственно, сделать выводы о том, стоит ли вскрывать. То есть, если все хорошо, чаще всего я советую людям туда не лазить. Есть отдельные умельцы, которые пытаются эндоскопом взглянуть на ремень вариатора через вентиляционное отверстие.
Но, к большому сожалению, я считаю такую проверку неинформативной, потому что, чтобы понять состояние вариатора, его надо подержать снятый в руках, пощупать и так далее. Ну, в перчатках, конечно же. Естественно, в процессе осмотра, когда мы делаем любое ТО на скутере, мы всегда стараемся смотреть, во-первых, люфты подшипников колес, потому что подшипники заднего колеса в большинстве случаев ходят от 20 до 30 тысяч километров. Иногда кто-то растягивает их до 40, но при наличии малейшего люфта мы сразу же их меняем, чтобы не попасть потом на замену колесного диска, который достаточно дефицитная запчасть. Передние подшипники обычно ходят 50, 60, иногда даже 70 тысяч километров. Но, опять же, смотреть их всегда нужно. Далее, обязательно состояние колодок, тормозных дисков, поглядываем на состояние пыльников суппортов и, в общем, делаем полный визуальный осмотр, смотрим, там, есть ли течи, вилки или какие-то еще подозрения, слушаем жалобы клиентов и в каждом конкретном случае всегда составляем индивидуальный список работ для ТО. Для меня все-таки стоимость ТО остается не до конца раскрытой темой, потому что многие мне начинают рассказывать, что ты должен объяснять человеку, что ТО там стоит столько-то, это набор каких-то стандартных процедур. Потом дальше в процессе, если ты что-то нашел, то там уже потом согласовывать работы по факту, но я лично считаю, что это неправильно, потому что практически всегда, практически в каждом скутере что-то надо сделать, помимо той самой замены масла, о которой сначала начинается телефонный разговор, и практически всегда, если я буду планировать время под замену масла и в процессе будет вылезать еще куча доп. Работ, это будет абсолютно полностью срывать весь наш рабочий график, а также полностью срывать все планы человека. Поэтому я всегда советую пригонять скутер, спокойно его весь смотреть и всегда в каждом конкретном случае искать какие-то оптимальные варианты решения тех или иных проблем, подготовки его к сезону, чтобы в сезон дальше не знать проблем и кататься и радоваться. С вами сегодня был я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Очень надеюсь, что я ответил на ряд очень популярных вопросов и после этого их станет немножко меньше. Всем удачи, скорейшего наступления сезона. Желаю, чтобы ваша техника вас никогда не подводила. Жду сезона вместе с вами. Лайк, подписка, комментарий. Вы знаете, что нужно делать. Всем пока!